Друзья мои, всем привет! Ловушка советчика – одно из самых любимых событий всех игроков. Как вы знаете, принцип получения наград давно изменился. Теперь игроки получают награды не в соответствии с занимаемым местом в рейтинге, а за количество очков нанесенного урона. Награды вы можете посмотреть непосредственно в игре в окне события или же в таблицах, которые доступны на нашем сервере в Дискорде и на сайте Gore Team. На данный момент ловушка имеет 8 уровней и 6 вариантов сложности. Простой, обычный, сложный, сумасшествие, кошмар и ад. Сегодня мы поговорим и про высокие уровни ловушки, и про более низкие. Но сначала скажу, почему низкие уровни тоже являются хорошим вариантом. На них каждый игрок может нанести больше урона, а следовательно получить больше дизайнов и частей снаряжения героя. Оптимальными уровнями являются 4 и 7, то есть первый уровень и сложность сумасшествия. Советчик имеет 75 тысяч здоровья. И второй вариант, второй уровень и сложность простой. 168 750 единиц здоровья. На более низких уровнях вы нанесете большее количество урона, а на уровнях 1-3 не срабатывают навыки героев. Для этих уровней ловушки можно использовать следующее построение героев. Нанами или Эш, химик и самый сильный герой-охотник при построении 1-1-98. А также Нанами или Эш, Джули и самый сильный герой-охотник при построении войск 1-29-70. Надеюсь, вы не путаетесь в формациях и знаете, как высчитать эти цифры для вашего марша. Я делал ролик, если нужно, то обязательно посмотрите, ссылка в описании. Идем дальше. Чтобы понять, какой уровень выгодно бить вашему союзу, откройте максимальный уровень ловушки, запишите очки урона каждого игрока из итогового отчета после сражения в событии, а затем откройте 4 или 7 уровень ловушки и сравните очки. В скором времени мы подготовим для вас ролик с более подробным разбором героев для ловушки. А теперь поговорим про высокие уровни и рассмотрим ситуацию, в которой использование пехоты в рейде на ловушку советчика будет только плюсом. Я приведу пример, который дал нам хорошие результаты. Для кого-то прохождение уровней ловушки представляет больше интереса, чем просто бить ловушку и получать за это награды. Если ваш альянс состоит преимущественно из сильных и средних игроков, то награды, которые вы получаете, не пострадают от повышения уровня. Именно для тех, кто хочет увеличить урон рейда на высоких уровнях ловушки, пробить уровень, который раньше был не по силе, мы сегодня предложим новые формации. Отдельно обращаю ваше внимание на то, что наша задача состоит в увеличении общего урона вашего рейда или рейда ваших сильных игроков. Распределение очков внутри рейда может меняться, так как это зависит от тира используемых вашими союзниками войск. Наша главная задача одним отдельно взятым рейдом нанести как можно больше урона по советчику. Так как на низких уровнях ловушки количество раундов было недостаточным для срабатывания навыков некоторых героев, мы использовали Эш, химика и сильнейшего охотника, делая упор на охотников. Так как эти герои давали постоянные бонусы на все раунды, мы играли напрямую через урон войск. На высоких уровнях ловушки количество раундов возрастает и становится достаточным для использования навыков всех героев, а не только урона от войск. На протяжении всей игры мы слышали: никакой пехоты на ловушке. Итак, что же мы предлагаем вам попробовать сегодня? Если в вашем штате вышло 7-е поколение героев и у вас есть Магнус, вы можете использовать построение Магнус, Химик, Лука и формацию 98-1-1. Да, вы не ослышались, именно пехоты в данном построении будет использоваться больше всего. 98% пехоты и по 1% наездников и охотников. Почему мы используем именно этих героев? Навык Луки, боеприпасы, увеличивает урон пехоты на 30% в течение всего боя. Химик своим навыком Стимулятор дает непостоянный бонус на увеличение урона пехоты на 200% в течение 5 раундов. Магнус, получивший бонус от Луки и Химика, наносит огромный урон на 5-м раунде. Это работа его навыка Кулак Разрушения. Для использования формации Магнус, Химик, Лука вам будет достаточно, чтобы у ваших героев были прокачаны все 3 навыка до 5 уровня, что соответствует званию героя-подполковник.
У химика достаточно иметь звание майор и навыки 5-5-3. Даже на таком звании он показывает результат лучше, чем любой другой герой-наездник. С выходом 8-го поколения мы можем поменять Луку на Тину. Получаем построение Магнус Химик Тина 98-1-1. В среднем урон с Тиной увеличится на 1/4 от того, что мы получали с Лукой. Ее навык «Смертоносный охотник» увеличивает урон пехоты на 10%, а урон охотников на 20%. А навыком «Бумеранг» она наносит 20% урона каждые 5 ходов. В рейды к игрокам, использующим формацию с Магнусом, мы также будем заходить пехотой. В отдельных случаях может получиться так, что лично вы будете наносить больше урона, заходя в такие рейды охотниками. Но это уже индивидуальные особенности прокачки игроков вашего альянса, и утверждать точно про каждого отдельного игрока мы не можем. По нашим наблюдениям следует учитывать, какой тип войск у рейдера имеет более высокую статистику, то есть кого он прокачал лучше. Обычно это пехота, так как рейдеры в своей прокачке ориентируются на PvP сражения, где ключевую роль играет именно она. Поэтому, когда ваши игроки создают рейды, то вы можете самостоятельно проверить их статистику по кнопке «Преимущество рейда» и решить, отправлять к ней в рейд пехоту или охотников. Это наши наблюдения, и мы хотим ими с вами поделиться. Обращу отдельное внимание на два важных момента. Во-первых, если рейдер не использует в своей формации Магнуса, то построение с пехотой не принесет такого значительного эффекта, о котором мы говорим. И второй момент. Два построения, которые мы описали сегодня с использованием пехоты, подходят для ловушки высокого уровня. И цель такого построения – увеличить урон всего рейда, а не чей-то личный урон. На ловушке низкого уровня мы, как и прежде, используем построение с охотниками. На этом у меня все, друзья. Попробуйте сходить на ловушку с Магнусом и пехотой. И напишите в комментариях, понравился вам урон вашего рейда или же рейда ваших топ-игроков. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Берегите себя и не попадайте в ловушки. Всем пока!